Привет, я приехал в Димитровград. Димитровград второй по населению в Ульяновской области город областного подчинения. В городе проживает на сегодняшний день 113 тысяч человек, но город был основан в конце 17 века, а значит, я думаю, здесь есть что посмотреть. Я, как обычно, иду искать интересное в этом городе и показывать вам. Вышел я на автовокзале, это практически старинная часть города. Первое, что попадается мне на глаза, небольшой скверик с монументом таким. Монумент интересный. И две головы. Бронина Мария Владимировна и герой Советского Союза Барышев Аркадий Федорович. А позади этого сквера, монумента, протекает небольшая речушка. Она называется Меликеска. И раньше этот город назывался Меликеск до 1972 года. В 1972 году город решили переименовать в Димитровград. Было это приурочено к 90-летию Георгия Димитрова. Димитров Георгий — это коммунист. Наверное, попроще, чтобы было понимание, кто это такой. Некий, его так и называли в простонародье, болгарский Ленин. Даже в Болгарии был мавзолей. Так же, как и в России, мавзолей Ленина, только в 90-х годах. В Болгарии поменялся режим, и там по просьбе родственников перезахоронили тело. В общем, да, Димитровград называется в честь этого человека. Переключаю камеру в режим от первого лица и иду снимать Димитровград. Напротив маленького сквера есть парк. Парк духовности называется. Не знаю, что здесь духовного, но есть фонтан. Из духовности тут только ангелочки на фонтане. Парк духовности, наверное, потому что здесь собор, а рядышком находится. Парк, судя по всему, не так давно сделали. Так, а тут у нас большая лужа. Офигеть. Вот это лужа. Старинный райончик. Здесь сейчас поищу я, собственно, старинную архитектуру. А вышел я на центральную площадь города. Площадь Советов. Да, вот непосредственно площадь. Проезда нет, она перекрыта. Памятник Ленину. Дом Советов, да, это здание администрации города. Здание, кстати, позднесоветское, совмодовское. Такая шестиэтажка интересная. Все довольно-таки скромненько. Значит, тут у нас парочка старинных домиков. Новодельный пенсионный фонд. Вниз от площади небольшой пятачок со старинным центром. Да, старинная архитектура, но она понамешана. В центре огромное количество новодельной архитектуры, очень некрасивой. Все вперемешку. Вот, кстати, мечеть есть небольшая. Ух ты, какой красивый дом. Вау, посмотрите на эти окна с такой полуколонной по центру. Здание, с балкона которого в 19 году выступал Калинин перед трудящимися. Интересно. Это Димитровградский драматический театр имени Островского. Так, вот небольшое здание, которое плавно переходит в непосредственно главное здание театра. Шикарный балкон. Очень нравятся окна с полуколоннами. Очень интересный стиль у здания. Здание, конечно, великолепное. Я пока, конечно, только начал снимать город, но мне кажется, тяжело будет переплюнуть по красоте этот драматический театр. А вот домики напротив драматического театра. Вот это, наверное, интересный такой. Улица 3-го Интернационала. И по центру бульварчик. Это у нас что? Аллея ветеранов. Аллея славы. Городская усадьба. Сейчас это корпус хозяйственных служб. Ух, какая шикарная стенка. Капитану медицинской службы Мусоровой, погибшей в концлагере. Вот отсюда начинается аллея, а напротив аллеи центральный рынок, наверное. Такие классические дореволюционные домики можно увидеть, если побродить по центральной части города. Вот деревянный, кстати, домик интересный. Тут же в центре города парк, называется Марков сад. Парк маленько подзаброшен, есть фонтан, но он тоже подзаброшен. Еще один бульвар. Памятник Маркову Константину Григорьевичу. Первый глава посада Меликес. Вот кто такой Марков и почему парк называется Сад Маркова.
И бульварчик идет вверх, урны, лавочки. Стандартненько все. Первый глава города и великолепное здание. Наверное, второе по красоте после драматического театра. Часы наверху, причем время правильно показывает, кстати. Региональный некоммерческий банк. Вот что здесь располагается. Вот еще один домик. Тоже хороший. Завод был когда-то. Старенькая заброшенная часть промзоны. Около центра города. Это у нас ООО «Агрофирма Поволжье». Мельница купца Маркова. На территории, кстати, огромное количество зданий, вот как вот это кирпичное, дореволюционных. Идет небольшое благоустройство территории парка возле моста Влюбленных. Угу. А это у нас Марков пруд. Мост Влюбленных бы тоже не помешало отремонтировать. И такой вот вид на пруд. Вода, кстати, чистая. Опа, ребят ныряют, да? А тут глубоко, кстати, классно. Все в замочках. Давай ныряй, не ссы. Вид с моста, кстати, очень даже красивый. Кувшинки, прудик. Классно. Тут еще один, судя по всему, небольшой парк. Точнее, даже не парк. Просто какой-то кусочек леса подзаброшенный. Димитроградский техникум профессиональных технологий. Димитроградский краеведческий музей. Вау. Какое классное здание. У музея. Марков Николай Иванович, основатель и первый директор музея. А домик какого года? Не написано, да? Прогулялся чуть дальше, вышел к железнодорожному вокзалу. Да, здесь проходит ЖД-ветка в этом городе. Но ветка здесь проходит через Ульяновск, она не особо удобная. Напротив ЖД вокзала есть небольшой скверик. Тут особо ничего такого нет. Так, тут у нас, значит, пруд, который называется Верхний пруд. Вот, докуда я дошел. Набережная Верхнего пруда. Верхний пруд засеян кувшинками. Центр искусства и культуры с картинной галереей Никаса Сафронова. В Димитровграде, интересно, разные скульптуры непонятные. Бульвар искусств имени Никаса Сафронова. Нифига себе, это бульвар посвятили человеку. Вот такой вот бульвар. Я думаю, в галерею заходить смысла нет. Не особо котирую творчество Никаса Сафронова. Тут небольшой жилой массив, панельки, пятиэтажки, девятиэтажки. И все. Я вышел на Гоголя, здесь заканчивается центральная часть. Дальше я иду в западный район. Это такой классический позднесоветский райончик. Думаю, большая часть населения города проживает в западном районе. Начну снимать с парка, который называется Рыба. Вот так. Это кусочек соснового леса. Тут есть велодорожки, пешеходные дорожки. Видимо, недавно его благоустраивали. Вижу на входе в парк аренду велосипедов, чтобы покататься. Тут у нас есть пара маленьких прудиков, лавочки, урны, велопарковка. А вот здесь у нас второй пруд, чуть побольше, но весь зарос камышами. Прикольно, конечно, не хватает немножко каких-нибудь площадок спортивных, детских, может чего-нибудь еще. Так, тут новодельный спорткомплекс «Победа» около парка. Вот тут есть спортплощадка ДУС-25 в честь 25-летия Димитровградского управления строительства. Вот и само управление строительства здания. А чуть ниже я спустился к Аллее Славы. Рядом парк культуры и отдыха. И парк культуры и отдыха города уходит в парк Западный. Такое вот разделение по карте. Ну, это, в принципе, одна зеленая территория. На Аллее Славы разные монументы пограничникам, жертвам ядерных испытаний. Мемориал в память воинам-землякам в локальных войнах погибших. Вот так она выглядит. Тут у нас бюсты героев Советского Союза. Я подошел к центральному входу в аллею, в парк. И здесь установлен памятник Родина-Мать и Вечный огонь. В 2020 году здесь заложили капсулу потомкам. Монумент, кстати, симпатичный. И вход в парк.
На карте отмечено, что вот эта часть парка называется Парк Западный. Там, видимо, центральный, чуть выше. Или это общий центральный. Ну да ладно, суть это не меняет. Парк такой максимально простой, немножко аттракционов, детских площадок. Есть еще и веревочный парк небольшой. За веревочным парком стадион. Тут сцена, видимо, какие-то мероприятия проходят. А выхожу я к интересному зданию в стилистике советского модернизма. Научно-культурный центр имени Славского. Здание хорошее, классно выглядит. НИИАР. Научно-исследовательский институт. Научно-культурный центр имени Славского. Напротив у нас тоже интересное здание. Дворец бракосочетаний. Совет да любовь. А вот центральный вход. На лицевой стороне фасада такие интересные два барельефа. А вот и мозаики. Смотрите на этот потолок. Охренеть. Такой он крутой. И по центру Ленин. Какое офигенное здание все-таки. Круть. Вот это я не ожидал увидеть. Напротив, значит, аллея учителей. Судя по всему, недавно сделали аллейку. Свежая плиточка. Скамейки, урны симпатичные. Нормальные столбики освещения. Тут, судя по всему, школа и доска почета. Выпускники, медалисты города. Это здание лицея, 25-й лицей. Тоже есть небольшая мозаика. Небольшая мозаика и барельефчик. А по центру установлен памятник человеку, в честь которого назван этот город. Димитров Георгий Михайлович, болгарский революционер, парламентарий и мятежник. В честь него названы города Димитровград, Димитров в Украине, Димитровград в Болгарии и Димитровград в Сербии. Я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса. За памятником небольшое продолжение территории благоустройства. Вот такая вот есть штуковина. Дерево из книжек, шарики, кубики и треугольники. Совята, сова. Так, и аллея учителей привела меня чуть дальше к Центру культуры и досуга. Такая сталинская неоклассика. А сбоку от центра есть еще одно общественное пространство. Максимально простенькое, лавочки, урны, освещение и тротуарчик. Все по классике. Судя по всему, не так давно сделали общественное пространство. Не так дорого, но попытались какие-то элементы взять подороже, посимпатичнее. Разные лежаки, шезлонги. Как вот здесь, например. Ух ты! Прикольно, это же ежик в тумане. Блин, забавно. В городе 3 основных района. Западный, вот я только что был, центральный, откуда я начал снимать, и вот Первомайский район. И первое, на что я наткнулся, это мозаичное панно. Женщина по центру дает свет на промышленность. Ученые, химики, сварщик тут. В общем, такой советский реализм. Мозаика, кстати, хорошо сохранилась. Небольшой сквер, не знаю, как называется. Сквер Победы, может быть. Слава воинам, отдавшим жизнь за свободу Родины. Монумент посвящен победе в Великой Отечественной войне. И очень монументальная скульптура «Женщина с цветком». Деловой центр ДААС здание. И тут, видимо, кусочек промзоны. Вышел я на небольшую набережную на реке Большой Черемшан. А тут, я скажу, довольно-таки неплохо. И тут есть пляж. Сейчас посмотрю, какая тут вода. Ух ты, песочек. Теплая водичка, кстати. Эх, я бы даже покупался, но не могу себе позволить. Не хватает времени. Набережная классная. Спортивная площадочка. Детская площадка. В принципе, место покататься, на великах походить, покупаться. Не хватает кофе-поинта. А так все круто. Тут у нас какой-то частный сектор. Там свой пляж с блэкджеком. Закрытая территория. Прошел чуть дальше. И тут около заросшего пруда
Есть небольшая аллея с лавочками, с подсветочкой. И даже вот отдельно есть мангальные зоны с мангалами под шашлычок. Это круто. Аллея позади вот таких вот панельных 9-этажек. И вот тут детская площадка. Ну, прикольно. Такой уютненький райончик достаточно. Ну и чуть дальше небольшой воркаут-уголок. В целом этот райончик уютненький. Ну, пятачок вот этот с этой локацией, где можно пожарить шашлычки. Вполне неплохо. Да и набережная тоже локация уютная. Если судить по столице Ульяновской области, по Ульяновску, то Димитровград вполне себе хорошо выглядит еще. Ну, не совсем все плохо, что-то есть. Несмотря на то, что денег особо нет в городе. В целом, по меркам 100-тысячников в России, это такой хороший среднячок. Половину города я вам показал. Вторая половина города — это жилмассивы и частный сектор. Здесь достаточно большой. А я поехал в следующий город и, как обычно, увидимся в следующем видео.